Итак, уважаемые друзья, приветствую вас на нашем канале New Technology. С вами Юля, и сегодня я буду говорить о том, как малоизвестный китайский смартфон превзошел iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra в ночном кадре. Я уже не говорю о стоимости этого китайского индивидуума, которая в 3 раза меньше этих столпов в мобильной индустрии. Итак, кто же у нас сегодня на обзоре с китайской стороны? А это Ulefone Armor 11 5G, который получил целых 5 датчиков изображения только на одной тыльной стороне. И прежде чем я дойду до самого интересного модуля этого аппарата, который в принципе и заткнул за пояс в ночном режиме последний iPhone и Xiaomi, я расскажу, что же интересного представляют из себя оставшиеся 4 камеры на тыльной стороне. Главный сенсор аппарата получил разрешение 48 мегапикселей и при этом не какой-то там ноунейм, а 6-линзовый Sony IMX582 с размером сенсора 1 к 1,7 дюйма, размером пикселя 0,8 микрон, диафрагмой f1,79 и углом обзора 79 градусов. Еще один сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей с углом обзора 124,8 градуса и диафрагмой f2.4. Дальше идут 2 датчика по 2 мегапикселя с диафрагмой f2.4 для макросъемки и измерения глубины снимаемой сцены. Есть фиксированный фокус. И вот теперь, уважаемые друзья, тот самый крутой модуль ночного видения на 20 мегапикселей от Sony IMX350 с диафрагмой f1.8 и углом обзора 78,1 градуса, который позволяет при поддержке 2 инфракрасных светодиодов делать фотографии и видео в полной темноте. Сам инфракрасный свет, который использует камера, не видим, поэтому он не вызовет никаких помех. Помимо этого, он не производит электромагнитного излучения и, соответственно, не создаст никаких проблем для безопасности. Если вам нравится наблюдать, не за соседями, за дикой природой, эта инфракрасная ночная камера, безусловно, будет хорошим вашим помощником. И при этом она снимет гораздо лучше, чем краснеющие от стыда iPhone и Xiaomi. Так как стыдно за такую стоимость предлагать ночную съемку хуже, чем более дешевый мобильный собрат. Так как даже при активации ночного режима на онных смартфонах можно получить достаточно нечеткие изображения с довольно долгой обработкой, тогда как камера ночного видения Ulefone Armor 11 5G делает мгновенные фотографии с четким изображением в черно-белом цвете, без потери ясности. Также поддерживается двукратное увеличение в ночном режиме при фотографировании и съемке видео. Помимо улучшенного ночного режима, основная камера предлагает еще и запись видео в 4К разрешении, 30 кадров в секунду, режим красоты лица, портрет, режим макро, HDR, обнаружение сцены с алгоритмами искусственного интеллекта, режим Pro, панорама и таймлапс. Есть поддержка для запуска окончания работы камеры под водой и возможность быстрого переключения режимов съемки под той же водой. Что касается фронтальной камеры, уважаемые друзья, то она имеет 5-линзовый датчик на 16 мегапикселей с диафрагмой f2 и такими режимами съемки, как режим красоты, портрет, обнаружение сцены с применением алгоритмов искусственного интеллекта, HDR, панорама, фильтры и тот же таймлапс. Чтобы камера выдавала на гора все имеющиеся в ней фото и видео возможности без проблем, новинку оснастили процессором от MediaTek Dimensity 800 с полностью интегрированным модемом 5G. Чипсет имеет 7-нанометровый технологический процесс, максимальную частоту ядер до 2 ГГц и графический ускоритель ARM Mali G57MC4. Есть технология MediaTek Hyper Engine второй версии, которая представит лучший игровой опыт и отличное качество изображения. В тесте AnTuTu MediaTek Dimensity 800 набирает до 316 тысяч баллов, что демонстрирует примерный уровень процессора от Qualcomm Snapdragon 765G. Ко всему вышеперечисленному обещается еще и 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и 256 ГБ встроенной флеш-памяти формата UFS 2.1. Правда, нет возможности расширить память, но в принципе того, что есть, и так достаточно. Что касается передней панели, уважаемые друзья, то аппарат получил 6,1-дюймовый IPS-экран разрешением HD+, 1560 на 720 точек, плотностью пикселей 283 на дюйм и соотношением сторон 19,5 к 9. И вверху по центру разместили фронтальную камеру. Есть датчики приближения и освещенности, динамик, и можно отметить наличие олеофобного покрытия, устойчивого к отпечаткам пальцев, и также разблокировку смартфона по лицу пользователя. Что еще интересного, уважаемые друзья, предлагается в этом аппарате, так это то, что аккумулятор здесь довольно хорошей емкости. Это 5200 мАч.
Имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки мощностью 10 Вт. Заявленное время ожидания до 537 часов и время разговора до 27 часов. Есть еще и модуль NFC с поддержкой сервиса Google Pay. На правом торце можно найти сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания. На нижнем порт USB-C, слот под 2 сим-карты и микрофон. Решетку динамика вынесли вниз тыльной панели, где вверху расположили еще и микрофон и барорецептор. 3,5 мм разъема для наушников здесь нет. Но зато есть трехцветный красный, зеленый и синий индикатор уведомлений. У нас есть подписчики, для которых важно наличие оного. Так вот, здесь он есть. Новый флагман от Ulefone работает на чистой Android 10, и обновление до Android 11 обещается очень скоро. В меню есть как украинский, так и русский языки. Также отмечу еще и то, что смартфон соответствует степеням защиты IP68 и IP69K и требованиям американского военного стандарта MIL STD 810G. Так что, уважаемые друзья, его можно нечаянно уронить в воду и помыть после грязевой ванны. По поводу звучания можно отметить громкий динамик и выделенный аудиочип. В сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, 5G. Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 802.11, работающий в 2 диапазонах, и Bluetooth 5 версии. Геолокация представлена системами GPS, Galileo, GLONASS, Beidou и есть электронный компас. Ну и что касается размеров аппарата, уважаемые друзья, то они будут такими: 163,8 на 81,6 и на 14,2 мм при весе 295 граммов. Что касается комплекта поставки, то туда войдут сам телефон, адаптер питания, USB-кабель, переходник на 3,5 мм, скрепка для лотка под сим-карты и техдокументация. Все доступные ссылки на продажу этого аппарата мы разместим в описании под этим видео. Ну что, уважаемые друзья, подведем итог. Ulefone хорошо сбалансировала техническую начинку своего нового смартфона, чтобы стоимость была не запредельной. С одной стороны 5 камер, 3 из которых на 48, 13 и 20 мегапикселей, хорошая производительность в лице Mediatek Dimensity 800, большая оперативная и флеш-память, однозначно неплохая емкость аккумулятора, наличие модуля NFC, 5G сети и защита корпуса по всем имеющимся стандартам. С другой стороны, IPS-экран с HD+ разрешением, но, глядя на все остальные характеристики, это не критично, а для кого-то еще и более интересно. Так что смотрим и определяемся. Теперь, уважаемые друзья, анонс новинок. Недавно стало известно, что следующим флагманским смартфоном Realme станет модель Realme GT, известная ранее как Realme Race. В рамках промо-кампании производитель опубликовал серию фото и видеотизеров, раскрывая не только важные характеристики устройства, но и его внешний вид. Изображение крупным планом демонстрирует тыльную панель смартфона в градиентной расцветке, где в левом углу расположился блок тройной камеры с 64-мегапиксельным главным сенсором. И на нижнем торце можно заметить ставший уже редкостью во флагманах 3,5 мм аудиоразъем. Также аппарат получит топовый чипсет Snapdragon 888, оперативную память стандарта LPDDR5 и скоростной накопитель стандарта UFS 3.1. Согласно утечкам, можно еще ожидать сверхбыструю 125-ваттную зарядку, AMOLED-дисплей с рекордной частотой обновления 160 Гц и емкий аккумулятор на 5000 мАч. Официально Realme GT представят 4 марта, так что ждем. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Всем отличного настроения, скоро весна, и это радует. Не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!